Друзья, всем привет! Пришло лето, а это значит пора ставить бассейн. И сегодня я вам расскажу о том, как мы обновили нашу печку. Поехали! Напомню, 4 года назад мы приобрели себе вот такой вот бассейн Intex размером 366 на 76 глубиной и на 6 тонн воды. К нему мы купили песочный фильтр-насос Best Way и организовали хорошую систему подогрева. При этом еще в бассейне куча всяких интересных плюшек, такие как всякие подложки, крышка, скиммер, который собирает всю грязь с поверхности. В общем, про все это подробно рассказано у меня на канале вот в этом плейлисте. Зайдите, не поленитесь. Бассейн поставили, купаться хочется, ну а дальше, как обычно, беда, холодная вода. Всего лишь 21 градус с утра. На улице в этом году в июне достаточно прохладно. Где-то 19-20 градусов, пасмурно и постоянно идут дожди. Но это для нас не помеха. В прошлом году я построил вот такую вот печь, при помощи которой мы греем бассейн. Внутри два автомобильных радиатора, внутри мы палим костер, огонь, они греют воду в радиаторах, и все это дело специальным циркуляционным насосом прокачивается из бассейна через радиаторы вовнутрь, и вода в бассейне греется. В общем, тема супер классная. Про эту печку тоже было отдельное видео вот по этой ссылочке. Но сегодня мы будем ее улучшать. Как вообще работает эта система? По этой трубке у нас вода засасывается из бассейна, идет по шлангу в домик, где стоит отдельный циркуляционный насос для этой системы. Стоит циркуляционный насос Gilix, брал в интернет-магазине один из самых дешевых насосов. И этот насос проталкивает воду у нас по шлангу непосредственно в нашу печку-бочку. Там вода проходит через два автомобильных радиатора, нагревается и опять же по шлангу возвращается обратно в бассейн. И так по кругу. Чтобы нагреть такой печкой бассейн на 10 градусов, уходит в среднем где-то 6-8 часов. Вещица достаточно простая, сделана из обычной 200-литровой бочки и, как я уже сказал, два автомобильных радиатора с разборки. Работает на ура, но хочется больше, хочется быстрее, поэтому кое-что добавляем. Вот так вот выглядят радиаторы спустя 4 года работы. На самом деле один 4 года, а второй уже второй год. Все говорили, прогорит, развалится, закипит. Нет, пока в них циркулирует вода, с ним ничего не случается. Абсолютно ничего. При этом вот прям в открытом пламени он стоит. Опять же говорят, забивается смолой. Да, забивается. Ну и что? Эффективность, конечно, немного падает. Но все равно вода при этом прогревается на 15-20 градусов относительно начальной. То есть если у нас вода 20 градусов, то на выходе уже 40, причем с достаточно нормальным напором. Попробуем поднять температуру еще больше, ведь в бочке еще есть место. Радиатор сюда еще врезать уже, наверное, не получится, но добавим кое-что другое. А это наш новый член семьи, знакомьтесь. Вот такую вот красивую мальтийскую баллонку мы подарили нашей дочке в этом году на день рождения. Теперь эта красавица живет с нами. Перейдем к улучшению нашей бочки. А улучшать мы ее будем при помощи гофротрубы 20 диаметра. Я специально купил 5 метров трубы, чтобы попробовать. В интернете на самом деле много видео, как люди из таких вот труб делают тоже там что-то наподобие печек и так далее. Поэтому мы из этой трубки согнем змеевик и добавим в свободное место. Добавим его в систему третьим контуром и посмотрим, что из этого выйдет. 5 метров трубы хватило, чтобы согнуть из нее вот такую вот штуковину. А эту штуковину в виде змеевика мы в дальнейшем вставим в бочку и запустим третьим контуром после второго радиатора. То есть у нас вода приходит в один радиатор, потом во второй, а вот в это вот свободное пространство между ними я еще всуну этот змеевик. Выглядит это вот так. Змеевик подвешен на шпильку. Сделано это специально, потому что пока труба в руках, она легкая, а когда в нее нальется воды, она потяжелеет и начнет просаживаться внутри. А когда она висит на металлической шпильке, то уже никуда она не денется. При этом делаем выводы наружу, делаем две дырки в бочке,
вход и выход для воды. В дальнейшем будем подсоединять сюда шланги. Все соединения я делаю на обычный армированный скотч. Да, он немного нагревается, но на самом деле ничего не отходит. Все трубы у меня соединены именно на него. Делаю из подручных материалов, какие-то дорогущие фитинги не покупаю. Все соединили и первым делом прогоняем систему, проверяем на герметичность. Стравливаем из трубок воздух, потому что если внутри останется хоть где-то какая-то пустота, какой-то воздух, то есть шанс того, что либо трубка, либо радиатор могут прогореть. Нам это не надо, поэтому все изначально прокачиваем, чтобы внутри воздуха не осталось в принципе. Теперь у нас будет внутри гореть костер, будет сразу пламя идти на 2 радиатора и на наш змеевик. Тем самым все должно греться еще больше. То есть после второго радиатора мы уже должны иметь 35-40 градусов. А в змеевике она будет еще и догреваться. Вот интересно насколько. После добавления змеевика в бочку я проверил, замерил до и после. Объем прокачанной воды не упал. То есть мы систему толком не удлинили, потому что я еще немного укоротил шланг от бочки до бассейна. Поэтому должны выиграть только в температуре. Ну, а дальше поехали тестировать. Запаливаем нашу бочку и начинаем постепенно нагревать бассейн с 21 градуса. Посмотрим, что получится. Запалили бочку, внутри все горит. И начинаем наши замеры температуры. Меряю я все это на вот такой вот датчик с Алиэкспресса за $1. Классные штуки, кстати. Старт у нас 22 градуса. На старте, пока мы распалили бочку, у нас вода уже сразу сходу, ну, можно сказать, 40 градусов. То есть уже в 18-20 градусов дельта есть на старте. На самом деле дальше будет интереснее. Когда бочка начинает внутри разогреваться, разгораются больше дрова, то температура начинает расти. Уже 45 градусов. А вот и 47. Как видим, температура растет. Погодка на самом деле на улице отвратительная. Ветрено, прохладно, пасмурно. Вот такое вот у нас начало лета. Дрова в бочке потиху разгораются. Все, к сожалению, мокрое после дождя. Но посмотрим, что будет дальше. И вот в таких вот условиях приходится работать. Только начал что-то творить, сразу начинается дождь. Что интересно, в прошлом году в это время было очень-очень жарко. Мы уже купались чуть ли не с середины мая. В этом году все, к сожалению, не так. Холодно и дожди. Но ничего, тепла мы тоже дождемся. Итак, бочка разгорелась, дрова внутри горят хорошо, уже достаточно много углей. И вот что мы видим. А видим мы 54-55 градусов. На самом деле в пике было и 57, и 60, но этот момент я уже не снимал. По факту, что имеем? В бассейне температура 25 градусов, на выходе примерно 55. Дельта получается в 30 градусов. По факту змеевик дал очень классный результат. Честно, не ожидал. Думал, будет гораздо меньше, может градус-2 прироста. А здесь, можно сказать, плюс десяточка. Единственное, что изначально останавливало от покупки данного змеевика, а именно гофротрубы гибкой, это ее цена. Она стоит как крыло от самолета. Эта трубка стоила дороже, чем все, что я купил изначально для этой печки. Бочку и 2 радиатора с разборки я взял реально даром. Просто вот даром, там, чуть ли не за улыбку. А труба стоит денег, поэтому имейте в виду. Ну а дальше нам потребуется куча дров. Благо на участке разного деревянного хлама кучи. Его мы пилим и все это дело палим непосредственно в бочке. Вот как выглядит труба после того, как примерно 4-5 часов ее полили дровами. Она почернела, внутри все в саже, но ничего. Все это дело будет, опять же, повторюсь, работать, пока внутри циркулирует вода и ничего не прогорит. Вспомните, работает это так же, как и по принципу вскипятить воду в бумажном стаканчике. Пока внутри есть вода, он не прогорит. Здесь то же самое.
Поэтому эксперимент можно назвать успешным, и результат отличный. Но это еще не все улучшалки. Для бассейна мы еще решили взять вот такое вот солнечное покрывало, нагревательное так называемое. По факту оно похоже на обычную пупырчатую пленку. За пару дней нам удалось его проверить и испытать вместе с нашей бочкой новой. И я вам скажу, что тема очень интересная. Про нее будет даже отдельное видео. Не пропустите. Ну, а на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Всем теплой и чистой воды, а мы продолжаем. Всем пока!